Коричневая собака по кличке Бруно жила вместе со своей хозяйкой и привыкла, что рядом всегда находится человек, которому она доверяет. Однажды женщина решила отправиться в другой город на поезде и взяла питомца с собой. Для Бруно поездка сначала была настоящим приключением. Он с любопытством смотрел на пассажиров, прислушивался к незнакомым звукам и наблюдал за пейзажами за окном. Но на одной из станций все неожиданно изменилось. Хозяйка вышла из вагона, а собака осталась внутри. Двери закрылись, состав тронулся, и Бруно понял, что рядом больше никого нет. Он метался по вагону, заглядывал в проход и внимательно смотрел на каждую открывающуюся дверь, словно надеялся увидеть знакомого человека. Собака несколько раз подходила к окну и всматривалась в удаляющуюся станцию. Однако поезд продолжал набирать скорость, а вернуть хозяйку уже было невозможно. Бруно постепенно становился все более тревожным и не понимал, куда его везут. Пассажиры обращали внимание на растерянную собаку, но никто не знал, откуда она появилась. Некоторые пытались позвать ее, однако Бруно лишь отходил в сторону и продолжал ждать. Он почти не отходил от двери и время от времени тихо поскуливал. Дорога казалась бесконечной. Уставший Бруно свернулся на свободном месте и некоторое время просто лежал, прислушиваясь к шуму колес. Он был напуган, голоден и совершенно не представлял, что произойдет дальше. Наконец поезд прибыл на большую станцию. Когда двери открылись, коричневая собака осторожно спустилась на платформу. Она огляделась по сторонам, но вокруг были только незнакомые люди. Бруно оказался в чужом городе, без дома и человека, которого считал своей семьей. Именно тогда его заметила женщина по имени Ольга. Она сразу обратила внимание на растерянное животное, которое стояло возле выхода и не знала, куда идти. Ольга подошла ближе, присела рядом и спокойно протянула руку. Бруно сначала отступил, но вскоре позволил женщине прикоснуться к нему. Ольга принесла воду, дала ему немного еды и связалась с местными волонтерами. Однако оставить собаку на станции она не смогла и решила временно забрать ее к себе. Дома. Бруно впервые за долгое время смог спокойно отдохнуть. У него появилась мягкая лежанка, свежая вода и миска с едой. Ольга не торопила его и просто давала понять, что теперь он находится в безопасности. Постепенно собака начала меняться. Бруно стал чаще подходить к хозяйке, позволял себя гладить, а затем впервые радостно завилял хвостом. Через некоторое время он уже встречал Ольгу у двери и с удовольствием играл с игрушками. Так поездка, которая началась для Бруно как обычное путешествие, привела его совершенно к другой жизни. Он потерял прежний дом, но встретил человека, который решил не пройти мимо. Теперь у коричневой собаки есть заботливая хозяйка, теплое место для сна и, главное, уверенность, что больше ее не оставят одну.